Александр Ефременко. Воспаляются десна не всегда, а когда перемена погоды или лето на осень. Покупаю полицилин. Полоскаю, проходит на следующий день. Андрей Андреевич, что может быть и каким способом можно вылечить? Как правило, осенью, сейчас нет ни одного человека, у которого бы не было заболеваний носоглотки или отека носоглотки. Прямо сейчас происходит заключающее и самое сильное цветение амброзии. Вот я сегодня ехал на машине сюда в студию и заметил огромное количество амброзии, которое практически везде. В этом году и в прошлом году я заметил, что везде очень много амброзии. Она у нас как-то мутировала, сейчас она стала высоким кустом с желтым соцветием. Она очень токсична и очень аллергенна. Когда амброзия начинает цвести, это происходит весной, на протяжении всего лета и максимально заканчивается осенью, именно в этот период, конец сентября, начало октября, то практически у каждого человека начинают появляться симптомы заложенности носоглотки, воспаления слизистой носоглотки, и появляются такие симптомы, как пробки в ушах, появляется, допустим, зуд в ушах. Это все симптоматика как раз, которая связана с носоглоткой. В этот момент очень хорошо принимать спреи для носа, которые устраняют воспалительные процессы носоглотки. Допустим, називин. Или, допустим, там мои препараты, это трангиновые капли. Трангиновые капли. Что делать, если у человека пробка? Уже раз заговорили за это, что можно делать? Ну, конечно, самый простой способ — это обратиться к лор-врачу. Но не всегда же есть такая возможность. Существуют народные способы, которые помогают избавиться от пробок. Это перекись водорода. То есть человек берет перекись водорода, вливает себе в ухо, после чего ложится, если это левое ухо, на правую сторону, вливает себе перекись водорода и до того момента, пока шипит, лежит. После чего прочищает, высушивает свое ухо ваткой так аккуратно, чтобы не проткнуть барабанную перепонку и не было плохо. Ну и это заметно разъедает саму пробку, и в дальнейшем она под напором воды, допустим, в душе может выйти. Если этого не происходит, все равно необходимо обратиться к лору. Поэтому в случае, если у вас сейчас появляется воспаление носоглотки, воспаление горла, знайте, это все связано с аллергией. И поможет вам в этом назальный спрей, допустим, трангиновый. Также использование пребиотика, который продается в моей компании, лизоцим. И он в таком очень хорошем виде представлен совместно с веществом аскорбиновая кислота в моем препарате, который называется Лизам, поможет горлу вам. Вообще, почему мои дети не болеют? Дело в том, что каждый день, когда дети едут в школу или в садик, прямо в автомобиле им дают по 1 или 2 таблетки Лизама. И они едут, они сладкие, их рассасывают. То есть это естественное положение вещей. Дети не болеют. Были на море, давали Лизам. Сейчас дома даем Лизам и так далее. То есть это препарат, который является мощнейшим естественным барьером. Лизоцим является природным антибиотиком, создается у нас за счет выделения нашей слюны в небольшом количестве, является барьером при формировании заболеваний носоглотки и горла. Вот я рекомендую давать детям для того, чтобы дети не болели. Убирает боль в горле в случае, если она уже возникает на протяжении 5-7-8 минут. Очень заметное действие, рекомендую. Также в случае, если вы страдаете или болеете аллергией, то можно начать принимать препараты медицинские, допустим, тавигил-цитрин, ну или любые антигистаминные препараты. Из препаратов моей компании это препарат Аллергонорм в виде чая и Аллергонорм в виде таблеток. По 2 таблетки 3 раза в день, капли трангиновые в нос 2-3 раза и таблетки Лизам. Ну и улучшение иммунитета. Прием препарата Эмбрио Плюс по 1 таблетке 3 раза в день.